Ведь если посмотреть люди будущего, которые будут там, ну, через 100, через 200 лет, у них же будет такая же голова, два уха, руки, ноги, там, печень, селезенка, желудок, Мгм. сердце. Все то же самое, но только жить они будут по-другому, гораздо счастливее, чем мы. Тогда возникает вопрос, если для того, чтобы войти в эту новую будущую жизнь, не нужно делать себе никаких операций, там руки, ноги менять местами, там, носы приклеивать новые или старые отклеивать, то этот новый мир это в области мозгов. То есть, знаешь, есть в любой технике железо, а есть софт программы. То есть, если железом ничего делать не нужно, это просто переустановить софт. Ну, да, фактически все проблемы людей от мозгов неправильно настроенных. Вот поднастроить их получше, да. И есть один очень классный метод, как можно сделать это очень быстро и просто. Есть метод, который практически снимает все проблемы в области психологии. Он очень прост. И я лично не особо понимаю, почему мне никто не пользуется. Ну или почти никто. Знаешь, может быть потому, что нужно выполнять его правильно. Там есть нюансы. И когда человек читает эти нюансы в жизни, в книге где-то, а потом в жизни пытается применить, может быть, он просто их не применяет, хотя думает, что применяет. Он видит, что не работает и за недавностью забрасывает этот метод. Не знаю. Но мне и моим ученикам, и всем вот вокруг этот метод прям открывает глаза. Он прям перепрошивает человека достаточно так жестко. И очень клево. Метод называется Grow. Grow по-английски рост. То, что позволяет человеку расти. Но метод на самом деле был придуман еще когда английского языка не было. Его придумал Платон. Он говорил, что необходимо идти от общего к частному, от будущего к прошлому. Тот же Аристотель его не понимал, говорил, нет, как же мы идем от вот сегодняшнего дня в будущее. Потом говорит, не, нужно прожить будущий день для того, чтобы понять, каким он будет, и чтобы понять, к чему идти. То есть для туповатых типа Аристотеля это было не очень понятно, но ученики Платона схватывали, пользовались, и было отлично. Этот же метод очень классно описан в моей любимой книге «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон Ричарда Баха, где он говорит, наставник, говорит Чангу, для того, чтобы летать со скоростью мысли, необходимо понять, что ты уже прилетел. Тебе не нужно верить в то, что ты летаешь со скоростью мысли, тебе не нужно пыжиться, не нужно совершать никаких телодвижений, просто нужно прилететь. И в простоте этого метода заключена его сложность. Люди не верят, что все так просто. Это не получается. А между тем, да, Гроу работает, это же железно и шикарно. Но, предположим, ты хочешь чего-то добиться в жизни. Неважно чего. Получить хорошее образование или же просто стать счастливым человеком. Или найти свою стаю. Неважно. Ты думаешь, где искать? Забиваешь в интернет. Но забиваешь ты сегодняшнему, у которого этого нет. Поэтому, собственно говоря, ты оценишь по себе сегодняшнему. А чтобы действительно найти по-настоящему и не прогадать, необходимо быть человеком завтрашним, который не ошибается, не прогадывает, который нашел и знает это на вкус, который мимо не пройдет. Но ведь ты им еще не являешься. А что тебе мешает им стать на несколько секунд? Понять, как это будет. Предположим, ты человек, у которого хорошее образование. Какое? В какой области? В какой сфере? Куда вообще расти? Переносишься в будущее, когда ты получаешь диплом. Вот ты стоишь на сцене где-то, где вручают дипломы. Тебе его вручают. Ты счастлив. Тебя поздравляют. Ты говоришь, yes, окей. Мы это сделали. Все, теперь диплом есть. Образование, какие-то набор знаний, каких-то опыта, какие-то связи, которые завязались. Отмотай на день назад. В какой области вообще диплом, от которого ты счастлив? Это же не сложно. Тебе сразу приходит ответ. Ведь твоя сущность это уже знает. Просто надо перенести в будущее, которое она знает, а не жить в настоящем, который ответ на эти вопросы не знает. Нюансы есть, их много, но не так уж и сложно их выучить. Но это как машина времени фактически. Или же возникает такой вопрос. Тебе необходимо владеть каким-то навыком. Или же что-то перепрошить себе, избавиться от какой-то привычки неправильной. Перенесись туда, где этого нет, этой привычки. Или где этот навык уже существует. Проживи. Больше того, необходимо не просто перенестись туда один раз,
Выбираешь какой-нибудь длинный коридор, там метров 10 в длину. Выхаживаешь. Вот здесь ты человек сегодняшний. Вот здесь ты человек того будущего. Сделай эти 10 шагов, 15. Пока идешь, приближаешься к будущему, чувствуй его на вкус, смакуй. Оно придет. Времени не существует. Это уже наступило, это уже есть. Найди его. Ты как будто бы спускаешься в подвал, где лежат много вещей. Пощупывай их, найди ту, которая тебе нужна. Поднимись с ней назад. Посмотри на нее, посмакуй. Стань этим человеком. Потом возвращаешься назад. Здесь неприятно. Здесь у тебя нет этих качеств. Здесь у тебя есть недостатки. Здесь ты этого еще не достиг. Тебе здесь некомфортно. Идешь обратно. Там ты счастлив. Опять возвращаешься сюда. Здесь опять некомфортно. И в итоге рождается некая разница потенциалов. Здесь отрицательно, здесь положительно. Здесь я несчастлив, здесь счастлив. И следующий раз за разом, пока ты выхаживаешь, тебя прям выталкивает, выпихивает туда вперед. Ты уже жить без этого не можешь. И что главное, ты знаешь, без чего ты не можешь жить. И с каждым разом тебе все яснее и яснее, без чего ты не можешь жить. И в конце концов, ты четко знаешь, чего ты хочешь. Ведь же проблема людей от того, что они не знают, чего они хотят. Все, половина дела сделана. Потом, знаешь, куда идти. Да, ты знаешь, куда идти. Это первая часть метода Гроува. Вторая часть, стоишь там, оборачиваешься назад, и как я к этому пришел, какая ступень была предыдущей. То есть надо выстраивать ступени не из прошлого в будущего, а из будущего в прошлое, наоборот. В этом фишка. И раз за разом простраиваешься ступени. Построил до дня сегодняшнего, потом опять вернулся. И опять смотришь на ступень, которую ты выстроил. Но так как ты уже прошел до дня вчерашнего, который вот сейчас, то ты знаешь, что первая ступень была неправильно оттуда. И эти неправильно. Все не так. И это опять начинаешь простраивать. Опять. И так опять множество итераций. И в конце концов у тебя уже хорошая ступень. Потом ты начинаешь идти по этой лестнице, начинаешь притворять дела. У тебя есть план. Все эти гроувы, все нужны только для того, чтобы составить план. И потом по нему фигачить. Потому что когда ты что-то делаешь, ты что-то меняешь, возникает какая-то ломка. Это стрессовая ситуация, много превходящих. Это же все новое. И если ты идешь без плана, то ты начинаешь ходить кругами, как человек заблудишься в лесу. Ты в курсе, почему люди заблуждаются в лесу? А одна нога идет быстрее другой. Да, в жизни то же самое. У нас две половины мозга, одна работает по-другому. Медленнее или быстрее. И поэтому нас постоянно куда-то кружит. Но если есть план, то это четко прочерченная просека, и ты по ней фигачишь. И вот здесь происходит следующее. Ты вступил на первую ступень, вторую, третью. Ты проходишь план, и ты понимаешь, что план нуждается в корректировке. Все не так, как ты себе представлял. И опять делаешь гроу, опять корректируешь свой подход к мечте. Опять смотришь назад, опять смотришь, какими ступенями. И ты уже прокладываешь все более и более адекватные ступени. И в итоге, когда ты сходишь на последние ступени, они именно те, которые ты планировал. А если есть план, то будет результат. И чем точнее план, тем четче результат. Вот на формула успеха, да? Да. Всё Но это же достаточно. так логично, если ты заблудился в лесу, Никто этого не делает. залезь на дерево и посмотри, куда тебе Люся, идти. никто этого не делает в жизни, потому что каждый живет своим умом, а свой ум это вчерашний день. А надо жить прозрением, а оно в будущем. Так просто. Потрясающе. Мы постоянно этим живем. Спасибо, Дмитрий. Есть еще такая штука, всегда нужно иметь 3 плана. План А, план Б, план С. А если у тебя всегда один только план, то ты будешь всегда в горьких разочарованиях. Всегда нужно делать 3 плана. План максимум, план минимум и план нормал. И всегда ты будешь видеть, по какому из 3 планов ты идешь. По плану минимум пройти легко. По плану максимум пройти практически невозможно. Нормала нужно стараться придерживаться и стараться чуть-чуть выше прыгать, чем он. Если вдруг в твоей жизни произойдет удача и принесутся какие-то новые, превходящие, и ты войдешь в план максимум, опять рисуй план максимум как план минимум. Старайся прыгнуть выше головы, всегда. Но всегда нужно фигачить по 3 планам. Всегда иметь 3 в уме и всегда смотреть, какого ты придерживаешься. Это очень адекватный взгляд на вещи. Ты уже не потеряешься, тебя уже не обманут. Ты уже не будешь заниматься пожаротушением. Ты будешь идти по плану. Потому что всегда либо ты идешь по плану, либо тушишь пожары. Если ты тушишь пожары, ты всегда будешь их тушить. Потому что человеческая психика постоянно поддерживает статус-кво, который в ней есть. Если человек тушит пожары, его психика будет создавать пожары, которые нужно тушить. Если идешь по плану, ты нащупаешь следующую ступень, и ты всегда стремишься нащупать ее адекватно. Это означает, что твоя психика вместе с тобой будет искать адекватные ступени. И ты их всегда найдешь. Поэтому либо ты тушишь пожар, либо идешь по плану. Поэтому есть план, есть результат. Нет плана, будет пожаротушение с все нарастающим количеством пожаров, и потом разрушенное дело. Неважно, как ты назовешь его, любовь, семья, счастье,
работа, бизнес, неважно. Ты разрушишь то, где ты тушишь пожары. Мгм. Потому что когда ты их тушишь, то твой хвост разжигает их еще сильнее. Твое подсознание, оно именно Мгм. так работает. Мгм. Оно усиливает статус-кво. Мгм. Если ты тушитель пожаров, то есть ты пожарник, тебе нужны пожары. И твое подсознание будет их множить. Мгм. Антитеза, реально, единственное, что может себе побороться, это план. План делается только адекватный, правильный по Гроу. Ну, Сначала увидеть, куда идти. да, а потом есть много-много фишечек, как это Гроу сделать еще более прозрачным, выполнение плана еще более четеньким, как сделать это просто пролетающим, как стрела через пространство. Мгм. Успех – это формула. Мгм. Формула успеха существует, мы об этом еще поговорим. Хорошо, договорились.